Технологический гигант Sony объединился с японским автомобильным производителем Honda и представил прототип первого электромобиля нового совместного бренда Afeela. Это финальный прототип Afeela, и ожидается, что именно так будет выглядеть серийный автомобиль Sony. Он будет частью нового бренда от Sony Honda Mobility под названием Afeela, но пока неизвестно, как будет называться серийная версия электрокара. Afeela начнет принимать заказы в 2025 году, а поставки начнутся весной 2026 года. Sony утверждает, что дизайн Afeela напоминает космический корабль. Впрочем, нужно признать, что новый электрокар действительно выглядит немного футуристично с его минималистическим дизайном и аэродинамически оптимизированными 21-дюймовыми колесными дисками. Afeela имеет адаптивную пневмоподвеску, передняя на двойных поперечных рычагах, задняя многорычажная. Силовая установка состоит из двух электромоторов, по одному на ось, каждый выдает по 245 лошадиных сил, в сумме выходит 490 лошадей. Емкость батареи 91 киловатт-часа, запас хода на одной зарядке не указан, но он будет явно больше 500 километров. Заявленная максимальная мощность зарядки – 150 киловатт по официальным данным производителя. Как и следовало ожидать от электромобиля, представленного гигантом электроники, прототип имеет колоссальные 45 камер и датчиков, размещенных внутри и снаружи автомобиля. Это транспортное средство содержит целые пакеты программного обеспечения следующего поколения от Qualcomm Technologies Snapdragon Digital Chassis, которая предоставляет водителям интеллектуальные системы искусственного интеллекта, расширенную персонализацию и другие интуитивно понятные технологии. Телематических решений до сотрудничества с Epic Games в области развлечений. Компания заявила, что главная ценность новинки не в мощности, а широчайшие мультимедийные возможности. По сути, новинка от Sony – это большая мобильная многоэкранная игровая приставка, причем в будущем она сможет ездить по дорогам в полностью беспилотном режиме. И тогда водитель вместе с пассажирами сможет в головой погрузиться в развлечения. Внутри достаточно места для 5 пассажиров, сидящих под большой панорамной крышей, а цифровые экраны расположены на спинках каждого сиденья и поперек приборной панели. Руль-штурвал управляет электронной рейкой по проводам и содержит сенсорные панели и кнопки. На центральной консоли находятся 2 беспроводные зарядки для смартфонов. Производитель заявил, что концепция электромобиля здесь, чтобы создать новый стандарт ценностей для мобильности. Sony и Honda не хотят, чтобы вы думали об автомобиле в традиционных терминах, таких как мощность и производительность. В то же время здесь подчеркивают программное обеспечение, сети и взаимодействие с пользователем, то есть области, где Sony имеет определенный опыт. Как сообщалось ранее, прием заказов на электрокар партнеры планируют запустить в начале следующего года. Сколько он будет стоить, еще не сообщалось. Логично предположить, что в начале следующего года будет представлена серийная версия первой модели Afeela и, возможно, будет объявлена цена, которая во многом определит успех или провал совместного предприятия Sony и Honda. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.